Дайте угадаю. Смотрите на нее и думаете, чем бы с ней таким заняться. В смысле, с игрой, разумеется. Всем привет, мальчишечки и девчоночки, и господа постарше. На старте Геншина и Ханкая, в который я отыграл несколько лет, тоже не было большого количества контента, чтобы, так сказать, засесть и неделями сидеть, проходить сюжет, ивенты и прочее. Как-никак старт новой игры, и она будет со временем обрастать контентом. То же самое будет и с Arknights Endfield. Со старта, который был меньше, чем месяц назад, люди могли уже пройти всю игру вдоль и поперек и задаться вопросом, а что, собственно, делать в ожидании нового контента и механик от разработчиков. Мы в этой игре идем по пути индустриализации и установки производства, и для каждого региона будет что-то новое. В этом и в других планах. И стоит напомнить, что то же самое технологическое древо, которое у нас в регионе Долина 4 открыто полностью, в Улине открыто лишь на 1/3. Момент, когда вы упретесь в некую стену по контенту, где у вас появится вопрос, а что делать дальше, будет следующим. Прохождение основного сюжета, и дальше у вас будет висеть просто исследование Талоса 2. Доведение ваших оперативников и их оружия до хотя бы 70 уровня, сюда же можно и приписать золотое снаряжение. Прокачка всех аванпостов до максимального уровня и открытие всех их улучшений плюс задания по их защите. Прокачка всех комнат вашего корабля. Прокачка навыков персов примерно до 7 уровня. Открытие всего технологического древа для каждого из регионов. Ну и получение 7 уровня исследования. Это все у вас будет плюс-минус на 30 часу игры или же повыше. Но, благо разработчики вводят сюжетные миссии с персонажами, но их вы закроете тоже быстро и встанете, не понимая, что делать, кроме как ждать продолжения всего этого дела. Начнем с оперативников. Рекомендую все же довести свою основную пачку, что по уровню персонажей, что по уровню оружия, уровня до 80-го. Как такового эндгейм контента в виде бездны из Геншина или же виртуальной вселенной, как в Ханкае, тут нету. Но скорее всего будет позже, и я бы рекомендовал бы следующее. Подготовка заранее второй пачки оперативников, хотя бы до 70 уровня персов и оружия. Да, это займет всю вашу свободную психику, но ее тратить сейчас толком некуда. Вы можете не согласиться и сказать, что есть те же самые эссенции, или же доработка снаряжения. Да, соглашусь, штука полезная, видос как это делать будет лежать в описании и в закрепленном комментарии, если что. Но я вам так скажу, контент закрывается любой и без этого. И целесообразность вкладывания в это под очень большим вопросом, так как я не увидел еще в игре легендарного снаряжения и легендарных эссенций по аналогии с персонажами и оружием. А я напоминаю, что у меня есть мой телеграм-канал, где выходит различная информация по игре, мемчики, видео и не только. К примеру, посреди ночи мне пришло сообщение на почту в игре, где разработчики дают выбрать бесплатную легу и стандарт баннера. Те, кто был подписан, узнали об этом сразу. Ссылочка на мой телеграм в описании. Большая перестройка всего имеющегося производства, чтобы получить максимум профита со всех месторождений, которые доступны. И, конечно же, разработка уже имеющихся месторождений, которые доступны на карте. Что вам это даст? Конечно же, региональную валюту, которую вы сможете потратить на улучшение станций переработки, складов и терминала перераспределительного резерва. От этого у вас еще будет качаться уровень развития региона, что дает, конечно же, бонусы для вас. И не стоит забывать про магазин перераспределения резервов, где очень вкусные вещи можно купить за региональную валюту. А чтобы вкусных вещей было много, естественно, эту штуку нужно прокачать. И вариант с перестройкой будет очень быстрым при условии, что вы найдете подходящие чертежи. Кстати, делитесь ими в комментариях и хвастайтесь, сколько кто поднимает за сутки. Свои чертежи, может, тоже оставлю там. Зачистка карты. Тут нужно подходить основательно к вопросу, который стоит поделить также на несколько этапов. Первое. Сбор всех материалов для возвышения персонажей, навыков и оружия. Они вам пригодятся для той же второй пачки и позволят качнуть вашу основную пачку, если вы не докачали это дело заранее. С поиском сундуков будет не так сложно, как кажется. Локации тут не такие огромные, как в том же Геншине, и глаз ваш, скорее всего, за них зацепится. Но, если будут сложности, вы сможете приобрести в магазине за региональную валюту чуткий детектор для поиска сундуков. Для каждого региона он свой, если что. А вот с поиском Аурелена, возможно, придется повозиться, но также для него в том магазине есть детектор. И напоминаю, что в игре есть такая штука, как узел, где за его выполнение и перехода на следующий уровень вы получаете награды. Выполнение важных и побочных заданий тоже должно появиться в вашем распорядке дня, чтобы спокойно,
никуда не торопясь, вдумчиво вникать в сюжет на расслабоне и не бегая с горячей жопой, перематывая все диалоги, читая выжимку. И не забывайте, что в игре есть ежедневные и еженедельные задания, не стоит про них забывать, как и про боевой пропуск, обычный и за оригиметрий. Учитывая, что есть пустые иконки справа от вылазки в гиперпространство, я бы все-таки там побегал, собрал награды и прокачался в заказах на исследования. Мало ли что будет. А тот же Араберил вам за это будет капать, как награда, если что. Следить за выходом ивентов от разрабов тоже было бы неплохо. Как минимум сейчас есть ивент с фоточками, где также сыпят награды. А следить можно что в игре, что на сайте или на каких-то там социальных сетях. Ну или у меня в телеграм-канале. Выполнение сбора различных растений и расходников с монстров для получения наград под вопросом. Просто меня это немного раздражает, как вас не знаю. Оно просто рано или поздно соберется само со временем. Но если хотите, так сказать, ускорить этот процесс, то вперед. Но я бы не стал. Если вы хотите еще поохотиться за Араберилом, чтобы сделать еще круто, то закройте боссов в реванше и откройте все возможные данжи, так как за первое прохождение данжа также дается Араберил. И во времени исследования мира рекомендую заглядывать по сторонам за каждый камушек. Ну, не так, конечно, буквально, но поглядывать стоит, потому что таким образом я попадал несколько раз просто в непонятные локации, где было 3 сундука и большое количество монстров, к примеру, пещера в начальном регионе. Вот так вот. Потихонечку играем и дожидаемся патчей и ивентов, и новые механики от разработчиков. Не стоит гнаться за тем, чтобы собрать все леги и выбить все легендарные пушки. Я ради эксперимента совершенно спокойно играю стартовой тимой без хилов и чувствую себя великолепно. Игра в первую очередь должна приносить удовольствие, а не быть работой. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока, увидимся на заводе.